Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Power Device. Сейчас мы поговорим, как на Android смартфонах улучшить отображение веб-контента. Что вообще подразумевается под словом веб-контент? Естественно, это любой контент, отображаемый через интернет на нашем смартфоне, например, лента Google. Так как у нас Android смартфоны, все это тесно связано с сервисами Google. Какое же приложение помогает нам реализовать отображение веб-контента? Давайте зайдем в Play Market. В поиске напишем Android System Web View. И зайдем вот в это приложение. Спустимся немного ниже. Нажмем описание и прочитаем. Просмотр веб-контента в приложениях Android на базе технологий Chrome. Android Web View – это предустановленный системный компонент от Google, с помощью которого приложение Android показывает веб-контент. И на самом деле данная программа используется во многих приложениях на наших Android-девайсах. Сейчас объясню. Я уже привел пример с лентой от Google. Также давайте зайдем, к примеру, в Telegram. В своем официальном канале Power Device я выкладываю все свои ролики. Иногда я прикрепляю просто ссылку, а иногда к этой ссылке прикрепляю видео. И внутри канала Power Device это видео также можно смотреть. Просто нажимаем Play, оно открывается внутри Telegram. Это и есть пример отображения веб-контента. Но, как я уже сказал ранее, отображение веб-контента тесно связано со всей системой Android. Например, если мы переходим на YouTube, приложение Web View здесь также играет важную роль. Оно влияет на качество и скорость загрузки. Так вот, я нашел способ, как улучшить работу веб-сервисов на наших Android смартфонах. Сейчас, как всегда, все расскажу и разложу по полочкам. Сперва вам нужно зайти в Play Market и в поиске написать Android System Web View. Сюда мы уже заходили. Друзья, здесь нам нужно скачать два приложения. Первое – это Android System Web View Dev. Это приложение практически такое же, как наше системное, только это для разработчиков. Далее из Play Market вам нужно будет скачать еще одно приложение – Android System Web View Canary. Также советую смотреть ролик до самого конца, чтобы понимать все моменты и все правильно настроить. На самом деле, друзья, оба эти приложения на нашем смартфоне нам не нужны. Также у нас есть родное встроенное приложение Android System Web View. Оно предустанавливается в систему Android. Сейчас объясню, зачем же мы скачали эти два приложения. По сути, как я уже сказал ранее, эти два приложения то же самое, что и первое, которое предустановлено. Но смотрите, если мы зайдем в System Web View Dev, спустимся ниже, нажмем описание, перевести. Здесь будет практически такое же описание, только внизу дописано: версия Dev обновляется еженедельно. А если мы зайдем в Android System Web View Canary и также нажмем описание, перевести, в конце описания дополняется надписью: канарская версия обновляется ежедневно. Но на самом деле по опыту скажу, что это приложение встроенное. Не только меньше обновляется, но оно работает хуже, чем эти два. Это факт. Забегая немного вперед, скажу, что эти два приложения мы скачали, мы сможем их установить за место родного, и также эти иконки можно будет убрать. Они вам не будут мешать на рабочем столе. По сути, мы заменим встроенное приложение скачанными. Итак, друзья, если у вас смартфон Xiaomi, то вам нужно зайти в секретное меню, чтобы отключить родное приложение System Web View. Заходим в настройки. В поиске настроек пишем следующее: доступ ко всем файлам. У вас должен появиться такой пункт. Нажимаем на него и попадаем в секретное меню. В это меню просто так не зайти, только через данную настройку. Здесь внизу нажимаем еще «Показать системные процессы». Теперь потихоньку спускаемся вниз и ищем сервисы Web View. Они должны находиться где-то недалеко. Вот они, три сервиса. Эти два мы только что скачали, а этот, где написано бета, это родной сервис. Кстати говоря, в Play Market, если зайти в родной сервис, тут также должно быть написано бета-версия. Если это не так, обновите ее. В Play Market также есть и отдельная бета, но она нам не нужна, ее не устанавливаем. Также, к слову, добавлю, друзья, если в это меню вы не смогли зайти, скорее всего у вас MIUI 13 или более ранняя версия. Тогда вам нужно в поиске настроек прописать будильники и уведомления. И вы также должны попасть в такое меню. У меня MIUI 14, поэтому я попадаю через доступ ко всем файлам. Итак, если вы попали в это меню, здесь можно отключать некоторые системные приложения, но не все. Но как раз таки Android System Web View отключить можно. Нажимаем «Отключить».
Здесь выйдет окно, что это системное приложение, и после отключения возможны какие-то неполадки. Все равно отключаем приложение, так как мы его заменим сейчас на более лучшую и рабочую версию. Теперь заходим в любое из скачанных приложений, например в Dev. Здесь нажимаем три точки. Первая строка. Выбрать провайдера для WebView. И вот здесь, друзья, нас перекидывает в меню разработчика, где можно выбирать службы WebView. Вот эта первая служба, это ту, которую мы только что отключили. А эти две службы мы скачали. Смотрите, версия родной встроенной службы 119. Версия скачанной службы Dev 120. А также самая новая версия 120.0.60.96. Так вот, друзья, вот эти две версии работают лучше, чем первая, встроенная. Какую же из них нам выбрать? Вообще, конечно, лучше выбрать службу Android System WebView Canary. Данная служба работает быстрее всех и обновляется каждые 2-3 дня. Рекомендую выбрать ее, но если вы ее выберете, то рекомендую зайти также в Play Market, пройти в это приложение, нажать три точки и снять галочку «Автообновление». Объясню почему. Если у вас будет стоять галочка «Автообновление», то данное приложение будет обновляться очень часто. Загрузка файлов происходит, конечно, совсем небольшая, она достигает всего несколько мегабайт, но тем не менее с ежедневным обновлением может уходить немного батареи. С автообновлением, конечно, уходить батареи будет совсем немного, не более 1%, я думаю, но все же эту галочку я снимаю и периодически захожу в это приложение и обновляю его вручную. Но если, друзья, вам лень заходить и обновлять это приложение вручную, тогда вам стоит выбрать версию Android System WebView Dev. Здесь уже в Play Market можно оставить галочку «Автообновление», так как это приложение автоматически обновляется всего лишь раз в неделю. Но если вы, так сказать, хотите быть впереди всех технологий, тогда лучше устанавливайте вот это приложение Canary. Оно всегда будет впереди всех WebView, а значит немного технологичнее. Также, друзья, сейчас наглядно покажу, если приложение WebView будет глючить, что будет происходить. Например, откроем ленту Google, некоторый контент вообще в ней не отображается. Это если сервисы WebView неправильно у вас работают. И естественно, наоборот, такие приложения будут работать быстрее, если сервисы WebView у вас обновлены и подобрана лучшая версия. Также, друзья, поясню момент со скрытием этих приложений с рабочего стола. Естественно, родное приложение, которое мы отключили, оно вообще не показывается на нашем рабочем столе, а его мы заменили на эти. Ну и зачем же теперь эти приложения будут занимать место на нашем рабочем столе? Чтобы их скрыть, зайдите в «Безопасность», находим вкладку «Скрытие приложений». Нам остается поставить галочку на этих двух приложениях WebView Canary и Dev. Теперь данные приложения пропали с нашего рабочего стола. И естественно, все скрытые приложения вызываются вот таким щипком. Также, друзья, пару слов об этой функции на смартфонах Realme. К сожалению, на смартфонах Realme не предоставляется возможным переключаться между этими сервисами. По крайней мере, на моих 3 Realme этого сделать невозможно. В меню выбран родной сервис, и переключиться на другие не предоставляется возможным. Я пытался по-всякому. Если у вас это получается, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Также, друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. И до встречи в следующих роликах. Всем пока!